Привет! Сегодня в видео я подготовил небольшую подборку из 5 пар беспроводных наушников стоимостью до 2500 рублей или в бюджете плюс-минус $35. По-хорошему, если мониторить курс на AliExpress, то часть сегодняшних моделей из топа вообще можно урвать в районе 1500. При этом наушники будут отлично звучать и обладать всеми необходимыми функциями. Ну а открывает сегодняшний топ абсолютный бюджетный хит этого года — наушники OnePlus Buds N. При стоимости в районе плюс-минус $28 модель обладает ярким звучанием, хорошими микрофонами, игровым режимом и, что очень немаловажно, за свой скромный бюджет здесь имеется мультипоинт. Да, он не бесшовный и работает по жесту, но все же он есть, и это хорошо. Устройство собрано качественно из хороших материалов, все элементы отлично подогнаны, а зазоры и неровности по корпусу отсутствуют. Гарнитура имеет класс пылевлагозащиты по стандарту IP55. Емкость встроенного аккумуляторного блока кейса составляет 480 мАч, а каждый наушник снабдили по 41. Помимо всего прочего, Cradle обладает функцией быстрой зарядки для гарнитуры. 10 минут, проведенных внутри, обеспечат до 5 дополнительных часов проигрывания музыки. В моем тесте автономности на 100% громкости на одном заряде они отыграли 5 часов. При этом отмечу, что громкости здесь с запасом, так что для многих максимального уровня будет даже много. Для манипуляции с наушниками доступно 4 жеста. Одинарное, двойное и тройное касание, а также действие по удержанию пальца на сенсоре. Все доступные функции можно назначить и переназначить, открыв фирменное приложение Hey Melody на любом Android смартфоне. Ну а владельцам трубок OnePlus добро пожаловать в настройки системы. Все то же самое зашито в родную оболочку. Из возможностей управления для выбора доступны play-пауза, переключение трека вперед и назад, вызов ассистента и активация игрового режима. Переключение между двумя сопряженными устройствами можно назначить только на жест удержания пальца. Регулировки громкости в данной модели нет, ровно как отсутствуют здесь датчики автопаузы. В программе также имеются и звуковые примочки, 4 готовых музыкальных пресета и 6-полосный ручной эквалайзер. В общем, продумано все очень хорошо под любого пользователя. Стоковый звук из наушников оказался очень качественным и приятным, а чеха здесь классическая с легким прогибом в середине. Они в меру басовитые и не создают эффект бубнижа. Если кому-то покажется, что низких частот здесь мало, то их можно добавить настройками. Потенциал есть, и звучание при этом кардинально не меняется. Очень порадовали внятные и весьма объемные средние частоты. На вокально-инструментальных композициях они отрабатывают хорошо, ну а финальную огранку обеспечивают четкие и в меру звонкие верхушки. Они не давят на мозг, а лишь делают частотную картину полностью завершенной. Игровой режим здесь вполне рабочий. Поиграть в популярные шутеры PUBG Mobile и Call of Duty Mobile с помощью данной гарнитуры можно с комфортом. На слух отставание звука практически не слышно. Результат по задержке составил 160-240 миллисекунд. В общем и целом эти наушники хороши во всем, и камнем преткновения станет разве что их необычный дизайн, хотя лично мне он понравился. Ну что ж, друзья, пришла пора проверить, как отрабатывают встроенные в наушники OnePlus Buds N микрофоны. Я сейчас нахожусь рядом с парком, вот он позади меня. Здесь еще также имеется небольшая такая дорога, на ней не так много машин проезжает. Ну а данный тест микрофонов в наушниках OnePlus Buds N даст представление, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать с помощью данной гарнитуры, находясь в каком-то таком тихом помещении в виде вот комнаты. Вот еще один тест работы микрофонов в наушниках OnePlus Buds N. Я сейчас нахожусь в торговом центре. Здесь на третьем этаже довольно-таки шумно, стоит такой приличный гул. Сейчас по традиции открываю окна с двух сторон на скорости. Скорость у меня около 90 км в час. Это Ярославская шоссе. Порывами начинает сдувать ветер с двух сторон. Есть шум от дороги, от приезжающих мимо машин. Это уже, наверное, будет заключительным тестом. Я сейчас нахожусь в шумной локации. Здесь мимо меня проезжает куча машин, фуры, грузовики и прочая всякая история. Ну а еще также под мостом проезжают вот такие вот замечательные шумные электрички. Следующую строчку сегодня занимают наушники QCY T18 Melo Buds. Несмотря на довольно заурядные характеристики, приправленные очень хорошим маркетингом по части Snapdragon Sound, за свои $25 наушники получились весьма неплохими. Кейс изготовлен преимущественно из белого глянцевого пластика и имеет небольшие габаритные размеры. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 380 мАч. Автономность самих наушников в моем тесте на 100% громкости составила 6 часов и 18 минут, что я считаю отличным результатом.
Основной отличительной особенностью данной новинки является поддержка новейшей технологии Snapdragon Sound от Qualcomm. За ее реализацию в устройстве отвечает аудиочип нового поколения QCC3050 и аудиокодек aptX Adaptive. Наушники играют действительно интересно, очень чисто и немного необычно, но при этом какого-то эффекта вау сам звук не производит. Однако, если хотя бы немного послушать какие-нибудь другие TVS-наушники, то можно понять и услышать разницу в звуковой подаче, услышать то, на что раньше даже внимания не обращал. Звучание QCY T18 по своему характеру очень отличается от других. Оно более детализированное, ровное и не приукрашено чрезмерными басами, как это делают многие производители. Лично, по моему мнению, в этих наушниках можно слушать любой жанр музыки, и что бы ты ни поставил на воспроизведение, ты услышишь хороший, плотный и сбалансированный звук с отличной детализацией без перегрузов. В фирменной программе QCY есть несколько музыкальных пресетов и ручной эквалайзер, однако как это дело работает, мне не особо понравилось. Как по мне, лучше туда не лезть совсем, стоковый звук интереснее. Помимо наличия звуковых настроек, в приложении можно также переназначить жесты управления. Как обычно, QCY радует наличием жестов. Для выбора имеется одинарный, двойной и тройной тапы, а также жест по удержанию пальца на сенсоре, на который зашито переключение треков без возможности изменения. Все остальное можно мешать как душе угодно. Управление громкостью в плюс или минус, ассистент, плей-пауза и игровой режим. Последний, к слову сказать, здесь рабочий, и на слух задержку уловить весьма сложно. По моим замерам, в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile интервал отставания звука составил 160-240 миллисекунд. Помимо всего прочего, QCY T18 умеют и в мультипоинт, причем переключение здесь бесшовное. Если сопрячь наушники между двумя устройствами, к примеру ноутбуком и телефоном, то работа мультиподключения будет осуществляться с приоритетом на входящий звонок. Функция удобная и в таком формате многими востребована. Ну что ж, друзья, пришла пора протестировать встроенные в наушники QCY T18 микрофоны. Первый тест у меня сейчас в комнате, в которой ничего не шумит. Здесь абсолютная тишина и, можно сказать, такие вот идеальные условия. Сейчас нахожусь в парке, дует такой легенький ветерочек мне в лицо периодически. Машин, к сожалению, здесь нет. Да и не настолько здесь шумно, чтобы, в принципе, как-то нагружать эти микрофоны. Но, тем не менее, довольно спокойная такая обстановка. Для этих микрофонов, наверное, самое лучшее решение. Традиционный автомобильный тест. Наушники QCY T18. Сейчас окна закрыты, и я их открываю на полном ходу. Скорость у меня порядка 70 км в час. Проспект Мира. Утро. Едут все на работу. Куча машин с одной стороны, с другой стороны. Вот еще один небольшой тест работы микрофонов в наушниках QCY T18. Сейчас это уже торговый центр. Довольно шумная локация, здесь музыка играет на фоне. Народу может быть и не так много, но тем не менее гул такой стоит небольшой. Третьими в сегодняшнем списке я поставил наушники Realme Buds Air 3 Neo. При стоимости в районе 20-25 баксов или плюс-минус 1600 российских рублей модель обладает полноценным управлением, игровым режимом и хорошим звучанием. Зарядный кейс собран качественно из хороших материалов, хоть и сама крышка в нем, как по мне, тонковата, и при неаккуратном использовании имеется небольшая вероятность ее повреждения. Внутри футляра установлен аккумуляторный блок на 460 мАч, а время его полной зарядки вместе с наушниками не превышает 2 часов. Сами же наушники в моем тесте автономности на 100% громкости с включенным усилением громкости отыграли на одном заряде 4 часа и 15 минут. И вот, казалось бы, это не так уж и много. Однако необходимо учесть, что наушники очень громкие, особенно с активатором запаса. Не каждый сможет слушать их на абсолютном максимуме. Дополнительно хотелось бы отметить, что сам кейс обладает функцией быстрого пополнения энергии для гарнитуры. 10 минут зарядки наушников обеспечит до 2 дополнительных часов проигрывания музыки. Посадка в ушах отличная, даже с комплектными насадками. При интенсивных движениях наушники не выпадают. Класс защиты от воды по стандарту IPX5. Для управления функциями мультимедиа, а также для настройки наушников необходимо скачать фирменную программу Realme Link. Внутри все по-русски и разобраться с опциями проще простого. Здесь имеется 3 раздела: звуковые эффекты, активация игрового режима и настройки жестов. Последний примечателен тем, что для выбора здесь доступно полноценное управление, без особой необходимости из чего-то выбирать. Для управления имеется 3 основных жеста: двойное тройное касание, а также нажатие
нажатия с удержанием сенсора на каждом наушнике. Из имеющегося списка можно назначить плей-паузу, переключение трека вперед и назад, управление громкостью в плюс или минус, ну и для кого это важно, вызов голосового ассистента. Помимо всего прочего, абсолютно все жесты можно просто отключить. При этом датчиков автопаузы в наушниках не установлено. За звучание здесь отвечают 10-мм динамические драйверы, и как по мне, оно здесь весьма хорошее, однако требовать от бюджетного устройства какой-то чрезмерной детализации, наверное, не стоит. В качестве первых TVS они однозначно смогут оправдать ожидания большинства. Наушники заточены работать на современные популярные жанры музыки и справляются с этим великолепно. Лично мне очень понравилось, как производитель поработал здесь над звуком, плюс сами по себе они громкие и приятные по АЧХ. К тому же, если очень захочется, пресетом Bass Boost можно прилично добавить низов. Игровой режим, как и у предыдущей модели, работает хорошо. По моим замерам, в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile наушники выдали результат в 160-200 миллисекунд. К сожалению, мультипоинт в любом его проявлении в данной модели отсутствует. Ну а если таковой все же необходим, то можно посмотреть в сторону брата-близнеца этих наушников Deezer Buds Z. За плюс-минус ту же стоимость данная опция там присутствует, но вот полноценного управления уже нет. Итак, друзья, у нас тест работы микрофонов в наушниках Realme Buds Air 3 Neo. Это такая бюджетная новиночка. Вот так в них отрабатывают микрофоны, так справляется с шумодавом. Мимо меня вот сейчас проезжают автомобили, несколько штук. Я сейчас в закрытой машине по ним вещаю, то есть вот так вот тебя будет слышать собеседник, если ты будешь ехать на скорости, у меня 90 км в час сейчас скорость, вот в закрытой машине будешь с ним так вот разговаривать. Шум от дороги, конечно, есть, но тем не менее, как бы я по традиции открываю окна сторон, и сюда начинает порывы залетать. Просто невероятные порывы, потому что ветер сам по себе, скорость дают 90 как-то так управляют Но вот таким образом звучат микрофоны в наушниках Realme Buds Air 3 Neo, можно сказать, в идеальных условиях. Я сейчас нахожусь в той самой комнате, где пишу свои обзоры. Собственно, здесь сейчас ничего не шумит, несмотря на то, что ноутбук работает, кулера у него не шумят. Так что примерно можно прикинуть, как тебя будет слушать собеседник при вот таком сценарии использования. Четвертая пара на сегодня — это наушники Honor Choice AirBuds X3 Lite, а примечательны они в первую очередь своей невысокой ценой в 1300 российских рублей или плюс-минус $18. Это одни из самых доступных беспроводных наушников из всех сегодняшних участников, и что немаловажно, их практически за ту же цену можно прикупить в местном ритейле. Данный факт, как оказалось, для многих является решающим при выборе, да и к тому же при таких раскладах этот новый выбор Honor я могу назвать весьма удачным. Самым главным новшеством можно считать поддержку гарнитуры фирменным приложением Honor AI Space, чего доселе никогда не было. Так что теперь Honor Choice — это не просто лишь надпись на коробке наушников, а более тесная интеграция с устройствами бренда. Несмотря на обилие глянца, наушники не выглядят сильно дешево. Пластик использовали качественный, а все соединения подогнаны хорошо. Кейс имеет округлые формы и приемлемые габариты, хоть и супер миниатюрным я бы его не назвал. Внутри футляра установлен аккумуляторный блок на 500 мАч, а в каждый наушник поместили батарейку на 45. В своем тесте автономности на максимальной 100% громкости я получил результат в 4 часа и 35 минут на одном заряде. Звук передавался по аудиокодеку AAC. Сами наушники удобные, с чуть приплюснутой ножкой, сидят в моих ушах хорошо, не выпадают. Заявлен класс влагозащиты по стандарту IPX4. Для полноценной работы наушников и их настройки необходимо скачать и установить фирменную программу Honor AI Space. В целом опций здесь не так уж и много, интерфейс немного скудноват. Из того, что имеется для выбора, это раздел с музыкальными пресетами и настройка управления. Жестов в модели предусмотрено 3, но вот реализация их настройки довольно скудная. На двойное касание можно назначить либо плей-паузу, либо перемотку треков, а на тройное только активацию игрового режима. По удержанию пальца на сенсоре выбрать вообще ничего нельзя, там зашит лишь сброс вызова при входящем звонке. Таким образом, жесты тут вроде как и есть, а действий хотелось бы больше. Игровой режим ведет себя на уровне, ставшего уже неким стандартом, и по результатам моих нелабораторных замеров в популярных шутерах звук от картинки отстает в интервале от 160 до 200 миллисекунд. Помимо этого, AirBuds X3 Lite смогли порадовать меня и наличием полноценно работающего мультипоинта. Наушники могут быть подключены к двум устройствам одновременно без необходимости что-то активировать для переподключения. Поддерживается работа с ноутбуками, планшетами и смартфонами.
И официально на данный момент это самые доступные наушники на рынке с этой полноценно работающей опцией. Дешевле я пока не встречал. Что же касается непосредственно самого звучания, то ничего особо феноменального от этих наушников ожидать не стоит. Играют они на свои деньги, звучат вполне себе хорошо, без каких-либо претензий с моей стороны. АЧХ здесь внутриканально-классическая с своеобразной серединкой. В стоковом стандартном исполнении бас имеется в наличии, но без избытка. Тем не менее, объем в низах присутствует, средние частоты не уходят на второй план, верха умеренные, без резких всплесков. Однако сам стандартный пресет звучит хоть и приятно, но немного пресновато, и если активировать в приложении настройку поп-музыка, то появляется больше объема и звучание становится более живым и мелодичным. Ну что ж, друзья, пришла пора протестировать встроенные в наушники Honor Choice Airbuds X3 Lite микрофоны. Таким вот образом они звучат на более-менее тихой, спокойной улочке. Мимо меня вот по правую сторону дорога и проезжают машины. Вот таким вот образом их микрофоны звучат в закрытом автомобиле. Я сейчас на полном ходу находиться, открываю окна с двух сторон. Мне сюда залетает порывный ветер, плюсом есть шум от дороги проезжающих мимо машин. Параллельно трасса, собственно, здесь мимо меня тоже проезжают автомобили. Ветреные какие-то нагрузки данные микрофоны не особо выдерживают, но в помещении, в частности сейчас вот на кухне я нахожусь в неподготовленном помещении, микрофоны в этих наушниках звучат как-то так. Для квартиры, для каких-то вот таких вот локаций, где нет особо сильного шума, эти микрофоны, эти наушники прекрасно подойдут для телефонных разговоров. Ну и закрывает сегодняшний топ еще одна интересная модель. Это Ugreen HiTune T3 стоимостью в районе 35 баксов или плюс-минус 2500 рублей. И да, это самые дорогие наушники в этом видео, однако это единственная модель, в которой уже имеется функция активного шумоподавления и прозрачности. Данное устройство можно по праву отнести к категории басхедных внутриканалок с ножками, и в большей степени именно за свой напористый и при этом сбалансированный характер по части звучания они сюда и попали. Наушники и кейс полностью выполнены из глянцевого пластика хорошего качества. На лицевой стороне футляра расположен трехточечный индикатор состояния, по которому можно определить примерное количество оставшегося заряда внутри. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 400 мАч. Наушники сидят в ушах хорошо, и самое главное, комплектные насадки менять не придется. В коробке есть 4 размера вместо стандартных 3. К сожалению, датчики автопаузы в эту модель не установили, и увы, фирменной программы производитель также не предлагает, так что все имеющиеся на борту жесты зашиты здесь на постоянной основе. Перенастроить или отключить ничего нельзя. Одинарный тап на правом и левом наушниках отвечает за плей-паузу, двойной переключает композиции вперед и назад на правом и левом соответственно, а удержание пальца на сенсорной области в течение 2 секунд на левом наушнике вызывает голосового ассистента. Тот же сценарий на правом позволяет переключаться между режимами активного шумоподавления, прозрачностью и обычным. Если говорить в целом, то режимы прекрасно подойдут для улицы, наземного общественного транспорта или же каких-то крытых людных мест по типу ТРЦ. Также здесь могу отметить, что в новых вагонах метро фильтр отрабатывает отлично. Все переключается четко, без сбоев, озвучка происходит женским голосом на английском языке. Если же говорить непосредственно о самом звучании, то, как я отметил в самом начале, модель басхедная. Преобладание низких частот слышится в любом жанре, но только лишь басом все не ограничивается. Несмотря на его обилие, середина с верхом на второй план не уходит. Да, V-образная АЧХ здесь очевидна, но проблеском детальности это не мешает. Вокал и инструменты слышно хорошо. Несмотря на свою направленность, играют они приятно и, что немаловажно, очень громко. В моем стандартном тесте на абсолютном максимуме громкости без фильтров наушники отыграли без малого 7 часов. И это просто великолепный результат. В общем, любителям громкого, плотного, басовитого звучания рекомендую присмотреться, особенно если важна хорошая автономность. Игрового режима здесь нет, оттого ожидаемо задержка в популярных шутерах на слух ощущается. По моим замерам она получилась в интервале от 280 до 400 миллисекунд. Ну и наличием функции мультиподключения наушники также не смогут порадовать. Здесь основной фишкой являются именно режимы ANC. Ну что ж, друзья, пришла пора протестить микрофоны в наушниках Ugreen HiTune T3. Я сейчас нахожусь в парке, здесь не особо шумно, хотя, в целом есть от улицы какой-то шум. Плюс легенький ветерочек периодически в лицо задувает, но сегодня великолепная погода, поэтому в принципе, Нагрузки на шумодавы здесь особой нет. Ugreen HiTune T3, это уже тест автомобильный, закрытые окна, я на полном ходу
Проспект Мира, шумная локация, вокруг меня едут машины, в той полосе тоже встречные, куда едут машины. А вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Ugreen Tycoon T3. Я сейчас нахожусь в торговом центре. В принципе, народу здесь не так много, но тем не менее, как обычно, присущий торговому центру гул здесь имеется. Ну что же, вот такой получилась моя подборка по наушникам стоимостью до 2500 рублей на момент ноября 2022 года. Сегодня я рассказал про те наушники, которые я считаю годными из вновь появившихся. Разумеется, предыдущие варианты из мартовской подборки, да даже из прошлого года по-прежнему актуальны. Ведь как ни крути, а данная категория устройств устаревает не так быстро, как, к примеру, те же смартфоны. В общем, как обычно, выбор есть всегда. Главное только определиться со своими приоритетами. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.